Ты вроде учишь испанский, читаешь тексты, знаешь слова, а потом включаешь испанскую речь и... ¿Qué? Они говорят быстро, все сливается, и звуки не совпадают с тем, что ты учил. И ты начинаешь думать, что, наверное, у меня нет слуха, либо я ничего не знаю в испанском. Нет, у тебя есть слух и словарный запас, просто тебя никто не учил, как настраивать его на испанскую речь. Сегодня я покажу тебе методику, которую я называю акустический якорь. Это способ, с которым мои ученики начинают понимать испанскую речь уже с первых занятий. Сегодня мы разберем, что тебе мешает понимать испанскую речь на слух, как это преодолеть и как тренировать мозг, чтобы он в нужный момент выхватывал слова и фразы. А в конце бонус ты получишь 5 суперполезных фраз, которые можно легко распознавать в речи, на которые легко стоит ловить ухо, даже если ты не знаешь всех слов. Подписывайся, если ты хочешь действительно понимать испанскую речь. И напиши в комментариях, в каких ситуациях тебе особенно тяжело понимать испанцев. Так почему так трудно понимать испанскую речь на слух? То, что ты учишь, это академический испанский. А в реальной жизни испанцы говорят иначе. Слова сокращаются, сливаются с друг другом, ударения смещаются и многие звуки просто проглатываются. Например, ¿para qué estás aquí? Превращается в ¿para qué estás aquí? Согласно данным университета Кембридж, большинство трудностей при восприятии речи не связаны с уровнем языка, а связаны с тем, что наш мозг не натренирован воспринимать аудиопоток на новом языке. Это называется слуховая адаптация. Ученые называют это auditory acclimatization. И это отдельный навык, который требует регулярной практики. Хорошая новость – это то, что это не врожденный талант, а тренируемый навык. И ты можешь его развить даже с базовым словарным запасом, если знаешь, на что обращать внимание и как слушать правильно. Сегодня я покажу тебе этот конкретный метод, который поможет тебе выцеплять смысл, даже если ты не понял каждое слово. Что такое вообще акустический якорь? Представь себе ситуацию. Ты идешь по улице в Барселоне, мимо тебя проходит пара испанцев, они говорят быстро, эмоционально, половину слов ты не понял, но вдруг твой мозг цепляется за слова такие как «супермеркадо» или «маняна». И тебе даже начинает казаться, что ты вроде как уловил даже смысл фразы, хотя все остальное сплошной поток. Это и есть акустический якорь, когда в потоке незнакомых слов ты распознаешь хотя бы хоть что-то знакомое. И твой мозг начинает собирать картину по кусочкам. Откуда пришел этот метод? Техника акустического якоря начала активно изучаться в 80-х годах в области нейролингвистики и обучения вторым языкам. Психолингвисты заметили, что новички, которые не знали грамматики, могли догадываться о смысле, если улавливали 1-2 знакомых звука либо слова. В Гарвардском университете проводили эксперименты, где студентам включали аудиозаписи на незнакомом языке. Результат. Те, кто сначала фокусировался на отдельных ключевых словах, позже понимали в 2 раза больше, чем те, кто старался понимать все подряд. И почему это работает? Да потому что наш мозг – это не словарь. Он не воспринимает речь просто по отдельным словам. Он ищет паттерны. И когда ты регулярно слышишь одни и те же ключевые слова в контексте, твой мозг зацепляет эти якоря. И ты начинаешь слышать и даже понимать речь без перевода. Пример из жизни. Ты слышишь бла-бла-бла, супермеркадо, бла-бла, mañana, бла-бла, abierto. Pues nada, el supermercado va a estar abierto mañana, ¿vale? Ты не все понял. Но ты услышал слово супермеркадо, а ты знаешь, что это супермаркет. Mañana, что это завтра, и abierto, открытый. И отсюда ты уже можешь догадаться, что магазин завтра будет открыт, даже если все остальные слова для тебя просто шум. Для кого работает этот метод? Для новичков, у которых пока маленький словарный запас. Для тех, кто давно учит, но все еще не может понимать на слух. Для переехавших в Испанию, которым важно понимать бытовую речь. Ну и для всех, кто уже устал от того, я вроде как учу, но все еще ничего не понимаю. Здесь главное понимать, что акустический якорь – это тренируемый навык. И дальше я покажу тебе, как его прокачивать каждый день, даже если у тебя нет репетитора и ты живешь очень далеко и совсем не в Испании. Готов? Тогда переходим к практике.
И вот теперь самое главное, как все это тренировать дома, чтобы испанская речь перестала быть шумом и начала складываться в понятные фразы. Спойлер, тебе не нужны никакие сложные приложения. Нужны только уши, YouTube и 10 минут в день. Упражнение 1. Тренировка с субтитрами. Ты смотришь короткий фрагмент на испанском, сначала с субтитрами, потом без. Твоя задача – услышать 3 знакомых слова, выписать их, повторить. Я услышал. Supermercado mañana cerrado. Это и есть в данном случае твои акустические якоря. Они помогут твоему мозгу зацепиться за речь. И в тот же момент перестать паниковать. Здесь совет от меня: ищи сцены с повседневной речью. Не новости и не дубляж. Лучше всего сериалы, интервью, короткие тиктоки. Ориентир на ключевые слова. Здесь твоя цель – понять суть, даже если ты пропустил половину фразы. Пример. Bueno, fuimos al médico porque el niño tenía fiebre desde ayer. Здесь вопрос. Что главное? Кто? El niño – ребенок. Где? Al médico – к врачу. Что случилось? Tenía fiebre – имел высокую температуру, либо жар, как многим нравится говорить. Даже если ты не понял fuimos и desde, ты все равно уловил главное. Это тренирует мозг находить смысл, а не застревать на незнакомых словах. А это основа реального общения. Упражнение 3. Shadowing, то есть повторение за диктором. Берешь короткий отрывок, фраза 5-7 секунд максимум, и повторяешь вслух. При этом тебе нужно стараться копировать ритм, интонацию, акцент и темп диктора. Примеры фразы. Vamos al mercado a comprar algo rápido. Давайте пойдем на рынок и быстро что-нибудь купим. Ты повторяешь вслух сначала медленно, потом быстрее, потом уже как диктор. Зачем? Да потому что это улучшает твое восприятие слуха. Ты слышишь буквально ритм языка и произношение, потому что ты слышишь интонации и тем самым звучишь живее. И вот вам факт. Shadowing используют даже дипломаты и профессиональные переводчики в ООН, чтобы звучать как носители языка. Так они практикуют свой язык и свои навыки. Эти 3 упражнения, они супер простые, но они реально работают. Я их использую со своими учениками, и даже те, кто ни слова не понимал на слух, уже через 2 недели начинают ловить суть в сериалах и разговорах. Сохрани себе это видео или запиши в блокнот мои советы. Они тебе 100% пригодятся. А в конце тебя ждет мини-упражнение на слух прямо из живой речи. Когда я только переехала в Испанию, я могла уловить только одно слово из 10, буквально. А потом начала работать с аудио по этой методике, и уже буквально через пару месяцев я могла уловить от 50 до 70% разговора. На моих уроках мы работаем с аудио, разбираем диалоги. И самое главное, ты учишься применять язык в жизни, а не только по факту в упражнениях. Хочешь попробовать? Пиши мне в Инстаграме или в Телеграме, да, или в принципе здесь под видео, я всем отвечаю. Пока есть места на индивидуальные занятия. Если ты хотя бы раз попробуешь эти упражнения, ты начнешь звучать по-другому. Pues nada, ya me voy, que mañana madrugo. Pues nada, ya me voy, que mañana madrugo. А теперь бонус, потому что ты досмотрел до этого момента. И я хочу, чтобы ты не только ушел с теорией, но с конкретным набором фраз, которые можешь узнать в любой испанской речи. Эти фразы словно маячки в разговорной испанской речи. Ты будешь их слышать в сериалах, на улицах, в магазинах. Их произносят быстро, но все равно они запоминаются. Вот они. ¿Sabes qué pasa? Перевод. Ты знаешь, что происходит?
Часто так начинается испанская исповедь перед тем, чтобы расподелиться какую-то сплетню, либо начать просто разговор. Здесь твоим якорем будет sabes. Всегда провоцирует на то, чтобы зацепить внимание собеседника. No pasa nada. Перевод. Все окей, ничего страшного. Испанцы говорят это 1000 раз в день. Если услышал no pasa nada, значит кто-то кого-то успокаивает, либо же просто убирает важность из происходящего. Pues no sé. Перевод. Ну, я не знаю. Якорище на pues. Его слышно буквально даже через стену. Это как пауза, разогрев перед ответом. Типичная испанская нерешительность. Que fuerte. Перевод. Обалдеть. Серьезно. Эмоциональная реакция. Шок, драма, неуверенность, сериал, новости. Все сюда. Часто ее говорят с удивлением, либо очень громко. Легко уловить интонацию, ты точно ее не спутаешь. En serio? Перевод. Серьезно? Это вопрос, который ты услышишь в любом разговоре, даже если ты не понял все остальное. En serio почти всегда можно уловить и понять контекст. Как с ними работать? Мой тебе совет. Сначала учись распознавать их в живой речи. Сериалы, видео, подкасты, то, о чем мы говорили. Потом начинаешь использовать их сам. В комментариях, сообщениях, в чатах, на уроках. Они простые, живые и узнаваемые. И это твои первые якоря в своем испанском. Запомни, понимать испанский – это не понимать все буквально дословно. Это не про глаголы и времена, хотя они 100% тоже нам нужны для полноценного общения. Но если тебе нужно научиться выживать в испаноговорящей среде, да и еще в кратчайшие сроки, тебе нужно научиться находить смысл в звучании. И теперь у тебя есть все, чтобы начать. Ты знаешь, что слушать, что ловить и с чего начать. Главное, не останавливайся. Ты можешь понимать испанский на слух, даже если только начинаешь. Не пытайся понять все сразу, хватай якоря. Развивай привычку и слушай испанскую речь хотя бы по 5 минут в день. Возвращайся к этому видео, пробуй упражнения. И если хочешь, чтобы я помогла тебе лично, приходи на индивидуальные занятия. Я помогу тебе не только заговорить, но и услышать испанский, как его слышат сами испанцы. Поделись этим видео с тем, кто тоже учит испанский язык, ведь вместе тренироваться будет веселее. Помни, что на этом канале видео выходит 2 раза в неделю, по вторникам и пятницам в основном, а в разделе сообщества ты найдешь полезные слова и фразы, которые я публикую каждый день. На сегодня это все. До встречи на канале. Hasta pronto!